МАН ТГМ 18340. Диагностика ДВС. Нет компрессии в шестом цилиндре. Пробег 745 889. Проблема, причина у нас вот так работает. Плюсом он еще дымит. Сделали они диагностику, компрессии нет в шестом цилиндре. Сейчас будем заглядывать и смотреть, что там. Двигатель у нас все-таки сапунит. Скорее всего, у нас все-таки прогоревший поршень будет. Клиент рассчитывал все-таки на ремонт головки. Сейчас снимем форсуночку шестого цилиндра и камерой заглянем, посмотрим, что там. Итак, сняли мы клапанную крышку, открутили трубки. Трубки у нас вот такие все зализанные. С трудом я открутил. Здесь уже до нас поработали специалисты. Вот так вот это выглядит трубочки. Снял я форсуночку. Заглядываем эндоскопом в состояние, смотрим гильзы. Вот видим, как все здесь задрано, вся гильза. Что и требовалось было доказать. Итак, друзья, привезли нам двигатель с СТО. Вот так вот он выглядит у нас. Двигатель этот у нас D0836 LFL 65. Сцепление они не сняли, оставили мне. Турбинки 2. Интеркулера 2 здесь, водяных охлаждений. Здесь один. Приступаем к его разборке. Ну, я их пожалел. Открутили мы трубки топливные. Вот таким вот образом все расслабили. Там от рейки открутили от обратки. Открутили мы впускной коллектор. Эту часть скрутили. Турбина снята. Сейчас откручиваем клапанную крышечку. Поднимаем ее, откручиваем болты ГБЦ и поднимаем головку блока цилиндров вместе с впускным коллектором и ЕГРом.
так вот выглядит здесь. Это у нас 6-й цилиндр. Ой, 5-й тоже. Вот так вот. И 5-й. Так вот. 2-й. На этих пока не видать. Сейчас покрутим. Головка выглядит у нас вот так. Сейчас. Такого ничего страшного не видать. Ну, засухарим, потом посмотрим. Так, здесь у нас такие задиры. 5-й поршень у нас имеет еще и трещину. 2 трещины вот на поршне. Здесь на горсаже. 3-й также имеет трещину на поршне. Эти вроде не видать. Надо чистить, смотреть. И поршня. Откручиваем сцепление. Смотрим, здесь у нас подшипник весь развалился. Подшипник необходимо менять. По сцеплению свежее, проблем никаких не вижу. Открутили и сняли вот этот интеркулер. Открутили потом. Переворачиваем двигатель. Ставим его на кожухный шурикан. Поставили двигатель в таком положении. Теперь мы снимаем вот этот интеркулер и промплиту. Поддон сняли. Вот, забыл показать. Выступ гильзы у нас, ну, то есть выявили одну проблемку. У нас вот 0,045. То есть у нас гильза утопленная. Не выступает, то есть она должна выступать 1/100, 6 соток. А у нас она утоплена на минус 4 сотки. То есть вниз утоплена. 0,4. Все гильзы одинаково утоплены. Вот, что уже является первым косячком, так сказать. Второе у нас. Вот. Достали мы вкладыши. Вкладыши у нас уже ремонтные. 0,25. То есть колено, шатунная шейка проточена под 0,25. Разбираем дальше.
Друзья, мы разобрали двигатель полностью. Промерили постель блока цилиндров. Все у нас в норме. У нас не в норме это гильзы. Гильзы у нас установлены вот такие. Со своим буртом. Который немножечко у нас тут не сходится. Надо будет смотреть, что мы с этим будем делать. Коленвал у нас коренные вкладыши. Коренные проточенные 0,50. Шатунные 0,25. Как он будет работать, неизвестно. Рекомендую, конечно, менять новый, ставить другой, стандартный. Здесь у нас по навеске не все так плохо. Что-то живое. Большая часть, в смысле, целая. По головкам тоже, по головке очень тоже интересно. Она делалась, видно, нумерация какая-то. Что-то делали. При этом очень сильно просажены клапана. Впускные имеют вот такой вот бурт. Очень сильно просажен. Причем на одном и том же, видите, цилиндре, да? Здесь так. Здесь вот так. То есть на одном цилиндре стоят один сточен, второй нет. Вот достаю отсюда тоже вот он. Один, второй. И вот так вот этот нормальный. А здесь с лестницей очень довольно-таки большой. Вот. По седлам, ну, немножко пройтись, я думаю, выйдет. Все хорошо. Это у нас, представляете себе, нагар такой. Я думал, это бурт. А оказывается, столько нагара. Со слов владельца, машину капиталили 80 тысяч километров назад. То есть за 80 тысяч километров у нас вот столько вот нагара на впускных клапанах. Слой прям добрый. При этом маслосъемные, мягенькие, нормальные. Странно. Все, мы теперь заказываем, отдаем на подсчет запчастей. Заказываем запчасти, по сцеплению все хорошо. Эти у нас интеркулеры хорошие. Отдаем на подсчет запчастей. И с блоком будем думать, что с ним можно еще сделать. Все, на этом разборка окончена. Ждем запчасти, приступаем к сборке. Итак, друзья, на данный момент мы сделаем небольшую рекламную паузу и забежим немного вперед. Хотел бы показать вам, как мы будем диагностировать данный автомобиль. Данный автомобиль мы будем диагностировать таким вот прибором. Это у нас F-Car 7SG, который идет вот в таком вот рюкзаке. Здесь имеется у нас такой планшет и, соответственно, вот такой вот считывающий прибор, который мы устанавливаем в автомобиль. В данном случае мы будем диагностировать этот автомобиль. Двигатель уже установили, завели. Сейчас бы хотел показать, как мы будем выполнять диагностику с помощью этого прибора. Этот прибор хорошо себя зарекомендовал для диагностики грузовых автомобилей, легковых, коммерческого транспорта, а также даже тракторов. Вот, все необходимые переходники имеются в этой вот сумочке. Сейчас я вам подробно о них расскажу. Итак, в данной сумочке у нас имеется, в данном рюкзаке, у нас имеется вот такое количество переходников. Огромное количество всяких переходников, которые подходят под все виды грузового автомобиля. Это MAN, Volvo, DAF, Caterpillar, CAT, Iveco. Один прибор практически для всех марок, предоставленных на территории РФ и странах Таможенного союза, американских, азиатских и европейских производителей грузовиков и легкового автотранспорта. Богатая комплектация, планшетный ПК, набор адаптеров в базе. Итак, и сейчас мы произведем, собственно, диагностику.
Включаем. Включаем прибор. Прибор включен. Заходим в диагностику. Выбираем MAN. Пока грузится, расскажу, что данный прибор гораздо дешевле в сравнении с европейскими производителями. Homологация со стороны китайских производителей XCNG, Sanu и так далее. Поддерживает онлайн-программирование и кодирование. Итак, загрузились. Теперь EDC, блок управления двигателя. Нам самое интересное, то есть именно эта позиция. Читаем сразу чтение ошибок. И вот состоит так, у нас большое количество ошибок. Ограничение давления клапана сброса, давление топлива. Сделаем фотографию, чтобы это все сохранить. Датчик скорости коленвала, состояние неисправности сигнала отсутствует, двигатель продолжает работать, используя датчик положения распределительного вала. Возможно, неисправный датчик коленвала, либо он не до конца вставленный. Будем с этими вот моментами мы сейчас дальше разбираться. Также делаем вторую 7 меточку. Удаление ошибок. Подтверждаем. Итак, чтение ошибок. Осталось у нас 2 ошибки. Датчик скорости коленвала отсутствует или неправильность сигнала. Датчик давления масла, проверить напряжение питания. То есть у нас по проводке есть небольшие нюансы. Будем разбираться с датчиком коленвала и датчиком давления масла. Либо неисправна проводка, либо неисправны сами датчики. Все. Очень хорошо описывает, все показывает, состояние ошибки сигнала, то есть все это активно сохранено и так далее. То есть все это понятно на русском языке, полностью русифицированы. До конца апреля по промокоду MotorsTrack купите сканер FCAR F7SG или F7SD и получите тестер аккумуляторных батарей в подарок. Успейте приобрести по ссылке в описании. Так, друзья. Клиент наконец привез нам запчасти. Не все, но большую часть. Привез блок с ремонта. Установили здесь гильзы. Шлифанули сверху все. Плоскости сделали. Привез новый коленвал. Мы теперь подготавливаем его запчасти. Моем, чистим. Все готовим. И приступаем к сборке данного двигателя. Помыли блок, подготовили, установили толкатели, установили масляные форсуночки на свои места. Ставим распредвал и коленвал. Вот, друзья, мы затянули коленвал заданным моментом 115 ньютон-метров и 90 до ворот. Теперь устанавливаем кожух маховика. Поставили новый сальник в него. Устанавливаем на свое место. Кожух и маховик мы затянули заданным моментом. Переворачиваем двигатель.
Кто меня спрашивает? И затягиваем 50 ньютонометров и 90 доворот. Это так. До такого состояния. Подожди, не включай, Славка. Подожди секундочку. Вот до такого состояния собрали мы двигатель. Ставим его теперь на ноги. Ставим его на ноги и ставим головку. Головку уже подготовили. Устанавливаем. Так, установили мы двигатель. В таком вот он у нас сейчас положении. Установили мы прокладочки. Отремонтировали головку блока цилиндров. Притерли клапана, заменили маслосъемные колпачки. Устанавливаем головку на место. Подготавливаем новые болты, устанавливаем, затягиваем. Смотрим вот на эту схему. Эта схема касается не Common Rail, а с ЦНВД насосом. А это с Common Rail. Установили мы коромысла, форсунки. Все затянули, отрегулировали клапана. Закрываем клапан и крышечку. Так, друзья, мы закончили сборку данного двигателя. Установили исцепление, установили мы клапан и крышку, проводку. Все у нас установлено. Все закручено. Дискомуфта на месте. Отдаем на установку. Двигатель отдаем на установку. Так, двигатель установленный. Все везде включено. Пробуем заводить. Давай.
трубкой, топливо еще не пробило. Так, чтение ошибок. Осталось у нас две ошибки. Датчик скорости коленвала отсутствует или неправильные сигналы. Датчик давления масла, проверить напряжение питания. То есть у нас по проводке есть небольшие нюансы. Будем разбираться с датчиком коленвала и датчиком давления масла. Либо неисправна проводка, либо неисправны сами датчики. У нас загорелась, друзья, ошибка по давлению масла. И первым делом мы механически замеряем давление масла, чтобы проверить исправность у нас датчика, проводки, либо фактическое давление масла. Сейчас мы его проверим механическим путем. Фактическое давление у нас шестерка. Так что делаем вывод, у нас давление масла все хорошо. Будем смотреть датчик либо проводку. Сейчас попробуем другой датчик.